Всем привет, с вами снова MaxDice7, и на этот раз в этом ролике мы разберем новый крафт майнеров и все, что с этим связано. Итак, для начала, что у нас в принципе поменялось? Ранее у нас объединенными майнерами, то есть Merged Miners, вот они здесь показываются, Merge, считались майнеры с одной звездой. Теперь они считаются уникальными, и в принципе больше вы их нигде не сможете получить, кроме как на маркетплейсе, если кто-то их будет продавать. Соответственно, скрафтить вы их не можете. Каким образом раньше рассчитывался крафт майнера? Я об этом говорил в видео о всех майнерах. У нас был майнер, допустим, на 1000. И, соответственно, когда мы его крафтили, у нас забиралось 2 майнера, забирались детальки, но, в общем, мы получали x3 по мощности, то есть мы получали уже 3000, а не 1000. И, соответственно, по проценту мы получали x1,5. Если там был, допустим, 1001%, как можно наблюдать вот на этом вот тут майнере, то есть здесь 1001% без крафта. Соответственно, после крафта у нас получается 3000 и, соответственно, 1,5%. Теперь же крафт работает по-другому. Теперь у нас есть 6 уровней майнеров. Первый уровень — это, соответственно, самый обычный майнер, то есть без ничего, он не объединенный ни с чем, и выглядят они, ну, вот так вот, да? То есть самый обычный майнер, без объединения. Соответственно, мы можем взять его для чистого интереса, да, пойти в Merge, в крафт, и вот здесь вписать в поиске просто название. И здесь же мы уже посмотрим непосредственно то, сколько стоит крафт, сколько он даст нам в итоге по мощности и все остальное. Не так давно формула крафта была такая. Первый уровень с 1 до 2 мощность умножалась на 2,2, потом 2,4, потом 2,6, потом 2,8, и только на последнем Unreal качестве вы получали x3 мощности. При этом проценты вообще очень слабо умножаются, то есть изначально они умножаются прям, как бы это сказать, очень-очень печально, потому что майнера без процентов новые, которые они на 1, 2, 3 уровне не дают процентов вовсе и начинают давать что-то только с 4 уровня. После того, как у нас, соответственно, появляется 4 уровень, у нас появляется процент. При дальнейшем грейде этот процент удваивается. То есть здесь мы можем видеть 0.58. Если мы его скрафтим до 5 уровня, до качества Legendary, то мы получаем 1.15. Должно было быть 1.16, но там есть округление, хотя оно вам и не показывается. И, соответственно, после последнего грейда мы опять же делаем x2 и видим здесь уже 2,3%, что равняется просто-напросто, опять же, x2. Так что запомнили, теперь новые майнера без процентов грейдятся по формуле. До 4 уровня они идут без процентов. На 4 уровне эпик качества у них появляется процент. Зависит, кстати, от майнера. Чем слабее майнер, тем меньше будет процент. И после того, как он у них появился, за каждый следующий уровень этот процент будет удваиваться. Так вот, давайте посчитаем. Если раньше было 2,2, то условно 465 мы умножали на 2.2, и мы получали 1 pH 23. Сейчас же они немножечко изменили эту систему. Как вы видите, получается чуть больше. То есть они чуть-чуть подняли, скажем так, power эффективность крафта майнеров. И я еще даже вот не узнавал насколько. Допустим, умножим на 2,3. И сколько получится? Получилось 1,70 по факту. И еще 4 этого не добили. Значит, 465 умножаем на 2.35, может быть. Нет, это уже много. И вот так вот методом подбора я в прошлый раз, в принципе, это и выяснял. 2.32. Нет, даже 31, возможно. Да, смотрите, то есть теперь коэффициент у нас 2.31 за крафт 1 уровня без
Кстати, это вот уже конкретно по мощности касается абсолютно всех майнеров. То есть какой бы майнер вы ни выбрали, вот вы имеете 2.31, то есть имеете майнер, умножаете это на 2.31 и смотрите, какая мощность у него получилась. Хотя это по факту все расчеты, они уже не то чтобы нужны, потому что, как я показал, вы можете найти абсолютно любой майнер, вписать сюда название и, соответственно, получить полную, полный крафт просто, который здесь есть. Вот смотрите, допустим, вот так вот сделаем. Теперь, что касаемо майнеров именно с процентами изначально. Здесь ситуация обстоит гораздо хуже. Как мы видим, если мы грейдим первый уровень и второй уровень, то мы получаем всего лишь 1%. Дополнительный. Даже не 1%, а 0,1%. Дополнительный. И после этого он продолжает увеличиваться точно так же в x2. То есть 0,21, значит здесь чуть больше, чем 0,1%. И поехали дальше, да? Вот 21. Хоба. А здесь опять уже не x2, а x05. Хоп. И здесь тоже как бы не x2, а x там 75 условно, 0,75, да. И то есть майнера с процентом на данный момент невыгодно крафтить, особенно в высокие качества и редкости. Что бы я вам порекомендовал, если вы хотите собрать коллекцию именно процентов, находите те майнера, которые достаточно дешевые в крафте и дают много процентов, и крафте их в 2, но не более. В 3 вы можете загрейдить вот такого рода майнеры. То есть те, которые не супер дорогие в крафте. Вот такой можно, допустим, загрейдить в 3, потому что он сам по себе не очень дорогой, и вам понадобится, чтобы загрейдить его в 3, 4 майнера в общей сложности. Нет, вру, не 4. Ну нет, не вру. По-моему, 4 в 3. То есть вам понадобится 2 в 2, и в 2 2 штуки, чтобы сделать в 2, нужно 4 майнера в общей сложности. Нет, да, все верно, 4 майнера нужно будет, а не 8. То есть вы можете загрейдить его в 3 чисто ради процента. Если же вы задумываетесь о том, чтобы крафтить какой-то крутой майнер, как вот, допустим, задумался я, Blessed крафтить, да, то есть в Unreal качество, всегда выбирайте майнер без процентов. Вам выйдет это в разы кост-эффективнее и менее дорого, потому что сейчас, если обратить внимание на крафт, если мы возьмем майнер, допустим, без процентов, вот, пожалуйста, да, мы берем майнер чисто без процентов. Он у нас на 100 с чем-то тысяч, по-моему, 160, так, где тут у нас? 135, вот, 135 тысяч, да, и мы обращаем внимание, мы по деталькам должны отдать по 1400, да. А теперь давайте возьмем примерно похожий майнер, пускай это будет El Monstro. Пускай это будет El Monstro, и вот он даже меньше по факту по 1000, да, но у него есть процент. Давайте посмотрим, сколько строит крафт здесь. 3135. То есть вы видите, что крафт увеличился в 2 раза. И это только из-за того, что у El Monstro есть проценты. Вы можете скрафтить вот как бы до зелененького El Monstro, если у вас 3 штучки, потому что это будет вам выгодно, так как разные качества майнеров одного и того же дают процент. То есть запомните это, если у вас будет один майнер обычный, один майнер со звездой, прошлый крафт, один майнер 2-го уровня, один майнер 3-го уровня, ну и там так до 6-го вплоть, каждый из этих майнеров будет давать вам процент, потому что они уже считаются уникальными, так как у них разное качество. И поэтому такие майнера, как El Monstro, если у вас их несколько штук, имеет смысл даже за такую стоимость закрафтить в 2. Но не имеется никакого смысла крафтить этот майнер вот в Unreal качество и выше 3. Потому что вы потратите огромное количество запчастей и деталей, а получите по факту меньше, чем если бы взяли чисто голый майнер. Как вы видите, на последнем уровне он у нас получается на 13 pH. И в принципе за крафт вот вы отдаете здесь 175, 50, 14. Плюс еще вам нужно будет огромное количество деталей, в 2 раза больше, да. А если вот, как изначально я показывал Pixel, вот этот вот китайский, да, где он у нас?
Вот, если мы берем вот этот майнер, да, то он у нас в итоге получается больше по мощности в Unreal качестве на 3 с чем-то pH, да. Он даст дополнительный процент, а не тот, который изначально нам даже первого левела дает, или монстра, и при этом запчастей вы потратите в разы меньше, то есть там это было вот по 14, здесь вы потратите 7, там было по 5 легендарных, ой, по 10, здесь вы потратите 5, то есть разница в 2 раза. Поэтому если кто-то что-то собрался крафтить, уясните для себя, если вы хотите скрафтить себе крутой Unreal майнер, ищите какие-то выгодные предложения одного майнера без процентов. Тем более, что в скором времени майнера без процентов достаточно сильно просядут в цене, из-за того, что их количество будет постоянно расти. Майнера же с процентом крайне сильно увеличится в цене. Идем дальше. Есть майнера крафт, также есть крафт деталей. В детальках все, в принципе, максимально просто. То есть на каждый следующий уровень, да, нужно разное количество деталек. Если мы берем, допустим, зелененькие детальки, то беленьких нужно 50 штук. Если, соответственно, синенькие, то уже зеленых нужно 20 штук. Если, соответственно, фиолетовые, то фиолетовых, для крафта фиолетовых нам нужно синих именно 10 штук. И если уже берем легендарные, то для крафта легендарных нам потребуется фиолетовых всего 5 штук. И на этом все. То есть буквально все. То есть здесь нет ничего супер какого-то нереального. Заходите периодически на Marketplace, проверяйте цену деталей, где-то она может вырастать, где-то она может падать. Иногда может получаться такое, что скрафтить будет дешевле, чем купить на маркете. Иногда будет получаться такое, что на маркете можно дешевле купить, чем скрафтить. Поэтому здесь нужно мониторить цену постоянно, так как цена динамическая, и она меняется в зависимости от рынка. Как видите, за крафт как бы тоже. Также не забываем, что каждый день мы тратим по 10 крафтов вентиляторов, проводов или материнок на квест. И если вы заметите, то за один вы даете 50 беленьких деталей. То есть, когда вы крафтите 10 вот этих вот, деталек вы даете 500. 500, понимаете, да? А вот с рестейкейса, который у нас непосредственно за детальки, да, вы получаете минимум 600. Максимум 800 белых деталек, но также вам может повести, в скобочках, наверное, не повести, и выпасть уже сразу что-то крафченное. Поэтому всегда держите в уме то, что вот этот крафт ежедневно, он скорее забирает у вас детали, чем добавляет. Исключение, если вы открываете несколько RST-кейсов, чего я, соответственно, не делаю. Поэтому при крафте я, в принципе, вам уже объяснил, да, то есть коэффициенты вас особо интересовать не должны. Как работают майнеры, я вам показываю. Как видите, вот у нас есть Тейпман на 1%, у нас есть Тейпман на 1,1%, потому что вот он скрафченный. У меня есть Чупакабра на 1%, вот это, и есть на 1,1% Чупакабра. Также я сейчас дам совет тем, ну и вот здесь вот, да, опять же, у меня есть обычный, у меня есть со звездой, у меня есть скрафченный в 2. Это вот советую прикупить всем, потому что это самые дешевые 3%, которые в принципе есть. И также я сейчас советовал бы продавать майнера, которые с 0%, и стараться добрать процентные майнера какие-то, которые старенькие. В принципе, по крафту больше, наверное, вопросов не будет. Я думаю, ну что еще можно здесь разобрать? Собственно, как делается крафт. Собственно, сюда нажимаете, видите детальки, видите, сколько стоит крафт. Как посмотреть в поиске майнер и какие уровни крафта у него будут, я показал. В инвентаре мы тоже все можем посмотреть. В коллекции всегда можно посмотреть и те майнера, которых у вас, допустим, нет. То есть заходите в Basic и здесь ставите, что вы хотите. По факту здесь, к сожалению, нет поиска. То есть вы можете нажать старые майнера, да, то есть которые с самого-самого начала были, и вам покажут вот такие вот по старости. Но это у меня они есть. Вам, соответственно, будет показывать большинство из них, что у вас их нет. Ну или может быть у кого-то что-то действительно есть. И соответственно можете нажать наоборот новые, а можете нажать по бонусу. Можно выбрать, допустим, самый слабый бонус, и это будут майнеры с нулевым бонусом. И следовательно это как раз таки то, что может помочь вам найти именно непосредственно то,
что вы хотели бы сейчас крафтить. Допустим, я своим ребятам советовал один определенный майнер, сейчас я его уже советовать особо не буду. Ну, сами понимаете почему. Вот тех же вот мордочек, которых я крафчу, да, мы видим, что их количество сейчас еще на руках у людей 3241 мордочка, а на маркете всего 20 чем-то штук. И запомните, что это количество будет уменьшаться, потому что люди будут их крафтить, и, соответственно, будет появляться больше мордочек уже объединенных, а этих все меньше и меньше и меньше будет количество. И вот вы можете посмотреть, что все вот это вот вы можете закрафтить довольно выгодно. Тот же Минера неплохо крафтится, потому что он дает 60, а в свое время он стоил по 15-16 РЛТ, и кто хотел бы, тот мог бы забрать себе достаточно неплохо и много. И таким образом вы вот можете отследить, сколько куплено уже ивент пассов. То есть вы видите, что ивент пассов куплено 1458, и это не совсем полная информация. Объясню почему. Потому что уже тоже есть некоторые крафченные в 2, то есть добавляйте сюда еще циферку крафченных в 2. А чтобы найти крафченные в 2, вам нужно зайти, соответственно, в Merged и тоже попытаться выбить вот так вот. Как видите, у меня, допустим, этот майнер, я единственный владелец этого майнера, то есть его больше ни у кого нет. Вам нужно зайти, соответственно, здесь в объединенных точно так же нажать самые слабые и пойти дальше. Вот, как видите, мордочку, вот, которая у меня уже владеет 400 человек, зелененькой, да, а синенькой владеет 39 человек. А у меня уже, соответственно, 5-го уровня мордочка. И вот мы можем посмотреть, пойти, кто что крафтил, сколько майнеров осталось. Вот Минера, смотрите, 25 человек, 250 скрафтило в 2. Как вы видите, кто-то даже последний майнер из Event Pass уже скрафтил в 3. И получает вот 6 пяш. Вот, как я и говорил, видите, тикеты. То есть там показывает 1458. Добавляйте еще сверху 29 и добавляйте еще сверху 5. И это как бы в 3 майнер, то есть на него нужно было 4. Следовательно, 5 умножаем на 4, получается 20. Здесь 29 умножаем на 2, получается 60. Итого 1458 плюс 60, плюс там 20 еще. Ну, короче, 1500 чем-то человек уже как минимум купила Event Pass первого уровня. И вот здесь можно просматривать все по коллекции, что вам требуется. Итак, ролик по новому крафту получился не супер информативным, больше разглагольствования, но также еще скажу то, что в ближайшее время планируется ввести такое понятие, как крафт майнера с нуля. То есть, возможно, будут майнеры, на которые вам потребуются детали, чтобы его скрафтить, когда у вас нет самого майнера. То есть, скрафтить его первого уровня. Ну и также за какую-то цену в РЛТ. Посмотрим, насколько это приживется. Я обязательно еще сделаю на это разбор. А на данный момент всем спасибо, всем пока. С вами был Max Die 7. Еще услышимся.